Вон на самом интересном месте. Что, Тася, кушаешь? Мандарин. Сегодня акция. В общем, пойдемте, как раз на замену этим старым. Были просто пеньки. Запах. Смотрите на эти иголки. Юбочкой она подвижная. Обалдеть. Просто усыпана. Так что, мне кажется, это отличное решение. Вон они гребут. Так, отсюда 6. А сейчас разрежу и покажу, что внутри. Ду-ду-ду, да-да-да, ду-ду-ду, да-да-да. Вон на самом интересном месте у нас закончилась пена. Ну ничего, нам все равно нужно подкупать пеноплекса, поэтому на сегодня работу закончим. Сейчас чуть пристынет, я это сниму ее, чтобы не присохло. Что, Тася, кушаешь? Мандарин. Мандарин? Все, можно официально объявлять открытым сезон мандарин. А вот и наша любимая Горгия. Да, Тарас ее очень любит. Так, а вот и наша пена. Вот как раз сегодня по скидке, видишь, еще. Сегодня акция. В тот раз я за 15 покупал. Такую же Титан ты брал, Ну, да? да, Титан точно такой же, только она была 15, а сейчас видишь. Ну да. дешевле. Нам надо 3, да, еще? Можно 3, но можно на остальные стены взять побольше запас. Вот и сетку мы нашли. Фасадная из стекловолокна. Да, как раз 50 метров. Возьмем 2 запасом, у нас, в принципе, стен 4. Уйдет.
В Горгии, в общем, взяли пену и сетку армирующую. Тарас пошел вон туда. Там гвоздики надо взять. А мы вот ждем пока. Так, а вот папа наш несет гвоздики. Вот и зонтики. Еще 65 лари. 65. А тут были 90, да? 90, да. Сэкономили чуть-чуть. Теперь другой магазин. Зашли вот перекусить в Агрохаб. Тут у них вкусно готовят. Такой вот рис, хумус взяли и выпечку. Дети попросили хачапури. Вкусно? Да? И дальше по делам поедем. Поедим и поедем. Так, а это уже на следующий день. Разгрузили мы наши покупочки. Такого же пеноплекса не было в наличии, поэтому купили аналог. Стоит он 63 лари, чуть-чуть подороже. Но зато там уже 8 плиточек таких. То есть получается по факту, если взять за квадратный метр, то даже дешевле выходит. Это местная фирма, производство Нова. Строительная сеть здесь, у них собственное производство. Ну и также потом взяли сеточку для армирования и клей, которым будем все это закрывать. Вот такой вот теплоизоляционный клей, как раз для этого, для этих видов работ можно наносить напрямую на экстругированный пенополистирол. Спасибо нашему подписчику, он нам как раз посоветовал, где купить и какой взять. То есть проверен, он у себя проверял, хорошо держится, поэтому вот будем использовать его. Посмотрим, как он в деле будет. Так, а еще, возможно, вы заметили, что цоколь мы пока не закрываем. Планируем это сделать вместе с залитием отмостки, чтобы одним контуром это все сделать. Ну, тоже, наверное, пеноплекс вот этим сделаем. И здесь продолжение уже будет бетонная стяжечка такая, отмостка. И отвод воды надо тоже организовать, чтобы, да, чтобы не поступала к стенам влага, потому что тут мы как термо же все сделаем. То есть это гидротеплоизоляция будет. Кто-то писал, что дом дышать не будет. Ну, ему тут дышать и не надо. Он будет дышать вовнутрь. Внутри у нас дом протапливается хорошо, поэтому влаги никакой не будет поступать снаружи. Ну и, соответственно, и холода поступать снаружи тоже не будет.
Хочу сегодня с вами прогуляться по нашему саду и показать, какие у нас есть деревья, что у нас сейчас созрело, и что мы сажали до этого, что выросло, что принялось, что не принялось. В общем, пойдемте. Я вот возле ворот посадила магнолию. Там возле дома у нас растет большое дерево. И я вот от него малышей откопала. И вот так вот возле входной группы посадила. Мне кажется, будет очень красиво, когда она вырастет и будет цвести. И вот тут еще одно. Вот. Тут почему-то она получше себя чувствует. Надо здесь тоже подвязать бамбук, чтобы она ровненько стояла. Так, в этом овраге у нас большой бамбуковый лес, где мы берем бамбуки для подвязок, для грядок. Вот, очень полезное растение. Так, и со входа у нас начинается ореховый лес. Кто не видел наше видео, какой урожай мы в этом году собрали с нашего леса. У нас здесь орехи, с этой стороны и там еще дальше пройдем. В общем, 3 зоны у нас, где растут орехи. Ты что тут? Так, а тут у нас малина. Сажали мы ее год назад. И вот такая вот она выросла. Мне кажется, не очень сильно подросла. Может быть, ей тут это место не очень нравится. И я вот не знаю, нужно ее под зиму обрезать или нет. Может быть, кто-то подскажет, как быть, или оставить вот как есть. А здесь я вдоль дороги вот планирую еще посадить, может быть, кустиков 5 малины, чтобы была. Она как раз не любит прямые солнечные лучи, более влажную такую теневую сторону, поэтому мы и выбрали здесь. Тут не очень жарит летом. А здесь вот я сажала яблоко. Это нам подписчица передавала саженцы. И вроде бы принялась. Я ее вот подрезала, чтобы она уже кустилась здесь на макушке. А снизу все побеги убирала. Вроде бы принялась. Вот уже видно малыши. Но это уже будем весной смотреть, как она себя будет чувствовать. Хурма уже скинула почти всю свою листву. Такие листья у нее очень красивого цвета. И хурмы уже почти совсем не осталось на деревьях. А здесь вот от плодов, видимо, косточки проросли. И вот одна хурма выросла. Как раз на замену этим старым. Они уже, конечно, совсем старые. Особенно вот это между ними. На ней совсем такие лысые ветки, какие-то сухие. Нужно будет ее убирать. А вот это как раз-таки будет на замену. Надеюсь, у нее будут плоды. Как думаете, если выросла из косточки, будет она давать плоды или нет? Или нужно именно привитую и сортовую покупать? У нас уже начинают желтеть мандарины. Дети уже их вовсю кушают. Сладкие, уже даже не кислые. В магазинах мы, кстати, уже видели, продают. Зелененькие такие. Очень пахучие.
Но в этом году у нас, конечно, мандаринов будет намного меньше. Потому что, кто видел, мы выкладывали ролик, какая у нас была зима прошлая. Поломала много мандарин, фейхоа почти все вот поломалось. Это вот наросли молодые побеги. У соседей тоже спрашивали, у них тоже в этом году очень мало мандарин по той же причине. И лимоны также. На каких-то вообще нет ничего. Они вот только зелень дали и все. А нет, вот лимончики есть маленькие. Интересно, что на лимонном дереве можно обнаружить одновременно и цветы, и лимончики вот такие, и вот такие. А еще, сейчас покажу. А еще вот такие. То есть несколько стадий лимонов. Интересно, что они могут цвести в несколько подходов за год. Рассматривала тут лимоны и обалдела, кого увидела. Смотрите. Какой огромный богомол. А вот так фейхоа за лето отрастил столько побегов. Смотрите, были просто пеньки. Отрезали, потому что все было поломано. Но в этом году урожая, конечно, не будет. То есть вот даже на ветках, которые я хотела оставить, чтобы хоть что-то выросло, ничего нету. Видимо, из-за стресса он совсем не пустил плодов фейхоа. Но зато в следующем году я надеюсь, что мы покушаем фейхоа. Мы делали компот из него, варенье очень вкусное. Вот. Ну, что поделаешь. Надеюсь, в этом году столько снега не будет. А еще у нас спрашивали, как поживает авокадо, которое мы высадили. Вот это авокадо, вот, например, сидит, по-моему, уже 2 года. То есть 2 зимы он уже у нас в земле. И вроде ничего. Не очень быстро, конечно, растет. А вот этот, кстати, который больше, он сидит, по-моему, 1 год у нас. И чувствует, мне кажется, себя намного лучше. Может быть, это сорта разные, я даже не знаю. А еще мы сажали оливковое дерево. Его, правда, Кузя, когда мы только посадили, немного решил проредить и прям макушку отгрыз. Поэтому у нас оно немного так закустилось. То есть был центральный ствол, но теперь его нет. И много вот боковых наросло. Но вроде бы ничего. Вот такой вот. Еще мы планируем посадить молодые новые побеги мандарин. Такие они, какой-то сорт, как карликовые. То есть они будут такими огромными вырастать. А такие компактные, чтобы можно было легко собирать урожай. Вот. И немного обновить наш сад, потому что деревья все-таки уже здесь старые. Планируем где-то здесь разместить. Может, на месте тех, которые нам пришлось убрать, мы как раз посадим молодые, новые. А это мы сажали персик. Весной я его обрабатывала. Там какая-то такая болезнь была. Листочки как вздувались.
Фитоспорином я обработала, и вроде бы ничего. Но он уже листья скидывает к зиме. Поэтому... Ну, уже большой вырос. Тоже мы его 2 года назад сажали. Вроде бы ничего. Он даже весной давал цветочки. Даже такие персики завязались. Но в итоге они отвалились. Потому что все-таки деревце еще совсем маленькое. И, наверное, не выдержит она пока плоды. Какие тут хорошие мандаринки висят. Так и хочется попробовать. Давайте с вами посмотрим, какие же наши мандаринки в октябре внутри. Так. Запах. Сразу запах Нового года. Сейчас посмотрим. Пахнет очень аппетитно, конечно. Вот это да. Класс. Уже очень сладкие. Сочные. Не зря дети их едят каждый день. Так и бегают, срывают. Вот внутри прямо не скажешь, что они какие-то зелененькие. Очень вкусные. Так что можно уже открывать мандариновый сезон. Пока ела мандарин, увидела, что тут фихуа есть. Все-таки на этих кустиках. Я думала, совсем ничего нет. Правда, такие вот маленькие. Так что даже попробуем в этом году фейхоа. А вон там, кстати, 3-й лес у нас ореховый. Сейчас вам покажу. Это вот тоже мандарины. Вот тоже мандарин. На этом почему-то ничего нету в этом году. А здесь вот такие вот крупненькие. А здесь у нас еще одно дерево хурмы. Только это дерево другой сорт. Я не очень разбираюсь, конечно, в сортах, но такие, которые вот мягкие и такие, как склизкие внутри. То есть, как обычная хурма. А те, которые возле дороги я вам показывала, она шоколадная. Вот здесь вот у нас улики стоят. Вот. Сегодня теплый день. И пчела вовсю работает. Вот такой вот здесь огромный участок с орехами. О, даже вот есть орешки хорошие. Такие. Так. Такой вот мы кружочек сделали. И выходим к нашему дому. То есть вокруг участка нашего вот так вот идут орехи. А здесь вот у нас киви. Киви у нас 2 сада. Здесь и за домом. В этом году мы их подвязали. Поэтому надеемся, что будет хороший урожай. Уже, кстати, мы экспериментировали, отрывали киви и складывали в фруктовую. И клали в фруктовую чашу, и они дозревали. Так что можно уже потихоньку рвать и кушать. А вообще киви собирают, когда вся листва спадет, это где-то в декабре. Ну тогда они уже совсем зрелые. А сейчас они вот такие твердые.
Это вот еще один лимончик у нас здесь. Его тоже хорошо так поломало от снега. Пришлось спилить основную часть веток. Но зато теперь вот такие вот побеги он пустил. Посмотрите на эти иголки. Ужас просто. И листы как лопухи. Может быть, их нужно чуть укоротить макушки, чтобы они начали побеги боковые пускать. Не знаю. И уже вот выросли маленькие лимончики. Здесь даже побольше. Вот такие. Вот видно, что спилили основной ствол. И вот от него сколько молодых пошло веток. А здесь у нас гордость нашего участка и любимое всеми место. Вид с нашего оврага просто завораживает. Видно вот Супсу вдали. И как соседи что-то жгут. Здесь всегда разные такие виды. Когда дождь, когда туман, когда солнечно, закат. В общем, всегда разная картинка. Неповторимая. Нужно здесь будет в дальнейшем какую-нибудь зону отдыха сделать. Может быть, террасу какую-то в планах. И сидеть, любоваться. Поставить столик, стульчики. И завтракать, например, с таким видом. Что еще нужно для счастья, правда же? Посмотрите просто, сколько за неделю наросло еще новых ежовиков. И вон еще куча. Надо же. Надо еще мариновать. Вот они. А вот зонтик, про который многие написали. Буду теперь знать, что это за гриб и что он съедобен. Нужно будет попробовать тоже его приготовить. Я проверила, как писали, что тут должна быть подвижная. Вот она. Юбочка, и она подвижная. Так что подождем, когда грибочек немного подрастет, еще раскроется. И попробую его пожарить. Очень уж интересно, какой он на вкус. А вот еще у нас деревья с фейхоа. Здесь уже плодов побольше. Я даже несколько собирала упавших. И вот такие здесь они крупненькие. Вот еще. Ну, немного, конечно, совсем. Петушок ко мне пришел. Цыпа, 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 цыпа. Вот эти все ветки, которые у земли, их придется обрезать, потому что подвязывать их, конечно же, не хочется. Тем более столько много новых веток наросло. Зачем эти беречь? Так что соберем урожай небольшой и вот это все я уберу. Сейчас покажу вам другую часть сада. Пойдем вон туда сходим. Кстати, вот забыла еще про вот это деревце. Называется клубничное дерево. Даже не знаю, что это такое. Тоже нам саженцы давали. Посмотрим. Такие вот они с колючками. Что из этого вырастет? Может быть, в следующем году получится увидеть плоды или ягоды, какие тут будут. Тут такую организовала мини-клумбочку. Посадила здесь гортензии. Здесь сиреневая гортензия, синяя гортензия. Очень им тут даже хорошо.
Такие вот жирненькие листики. Видно, что питания им хватает. В дальнейшем планирую немного расширить клумбочку, сделать камушками побольше, потому что гортензий все-таки маловато здесь места. Я еще так их насадила очень густо. Когда они маленькие саженцы, не думаешь же о том, что они вырастут большими кустами. Поэтому немного я их отодвину и дам им побольше простора. А тут у меня камелия. Она вот уже, смотрите, бутоны завязала. И она, по-моему, в феврале или в январе начинает цвести. Очень красивое дерево. Вот она молодняк пустила от корня. Хотелось бы ее размножить. Ну вот это, может быть, получится откопать. А эти, наверное, придется отрезать. Уж совсем они близко к стволу. И вот в этом овраге у нас тоже сад мандаринов. Есть там пару деревьев апельсина. Вот, нужно будет покосить к сезону, чтобы был доступ в этот участок. Так, и вот у нас еще один сад с киви. Столько вот киви наросло. Такие огромные. Обалдеть. Просто усыпано. А вот это куст мальчик, а это девочки. Поэтому на этом весной много цветочков, но они как опылители считаются. И, видимо, поэтому вот этот куст, который рядом с мальчиком, такие вот имеет крупные плоды. Возможно, из-за этого, но не знаю. Вот смотрите. Почти все крупные, даже вот которые на одной ветке, и все три вот крупные. Привет, привет. Мяу-мяу. Что ты мяу-мяу? Ой, что вы плачете? Ну что такое? Что случилось? Так, а здесь у нас вот большое дерево взрослое ткемали. Мы из него делали компот в этом году.
Еще вот один лимончик рядом. В общем, лимонов у нас очень много. У нас, когда первый год мы купили участок, у нас было просто все усыпано лимонами, что просто когда они созревали и ковром осыпались на землю, и так было жалко. И мы придумали отличный метод переработки их. Мы делали лимонный сироп. И до сих пор мы его пьем. Просто в чай добавить или добавить, например, газировку какую-то, минеральную воду. И получился очень вкусный лимонад. Так что теперь знаем, как перерабатывать такое количество урожая лимонов. А еще мы решили курочек выпустить на свободу. То есть они будут днем гулять. Вот они сейчас кушают, ходят, собирают травку, червячков, жучков. Несутся, они ходят в курятник. То есть они уже запомнили, где нести яйца, где у них корм. Уже так мы пару дней их выпускаем. Они все заходят обратно в дом. Чуть темнеет, смеркается, они идут к себе в курятник. Так что, мне кажется, это отличное решение, так как курочки, вот они заняты делом, они найдут себе всегда какое-то пропитание, травку, жучков. Ну, в принципе, как в природе и должно быть. А вот петушки, которые с ними жили в загуле, вот так и ходят, вот он. Их контролирует, курочек, и вот он стоит, переживает, что это я тут делаю. Вон они гребут, гребут, червей ищут. Тут у нас вот еще огромное дерево маньчжурского ореха. Прямо в курятнике, в загуле. Тут тоже такой вид открывается. Красивый. Видно горы. Тут у нас мандарины начинаются. Вот это лимон. Лимон этот немного другой. Не как обычно мы привыкли, а такой толстошкурый. Из него, оказывается, берут цедру. Очень ароматная, совсем другой аромат. Вот. Так что сорта тут тоже разные. Там у нас вот огородик. Правда, там уже ничего не растет. Так, руккола. Уже чуть-чуть руккола осталось, до базилика на семена. И вот здесь вот заканчивается наш участок. Там уже обрыв и дорога вниз.
Я вот взяла тарелку и хочу сходить посмотреть, сколько там курочки снесли яиц за день. И перед приездом детей с садика, школы приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю. Так. 2. Так, отсюда 6. 7. 11 яиц за день. Прям стабильно. У них каждый день по 11 яиц. Так что пойдемте готовить. Сегодня хочу приготовить кекс и добавлю в него лимонную цедру. Нашла лимончики. Кекс у меня будет на основе простокваши. Вот у меня было домашнее молоко с кислым. Как раз найдем применение. И нужно мне будет всего лишь 2 яйца. Остальные уберу в холодильник. Вот, кстати, тот самый толстошкурый лимон, а это вот обычный. И у них запах цедры абсолютно разный. Я сейчас счищу цедру и разрежу, покажу вам этот лимон внутри и этот. И вот смотрите, начала снимать цедру с вот этого лимона, и вот сразу виднеется белая часть. Вот она как раз-таки в выпечке не очень хорошо, она горечью отдает. А вот этот, вот смотрите, то есть вообще даже не видно просвета этой белой части, потому что цедра очень толстая. Так что хорошо использовать ее вот в печиве. А сейчас разрежу и покажу, что внутри. Этот очень сочный, тонкая шкурочка. А вот этот вот сока почти нет, очень сухой. То есть получается, вот этот лимон, из него вообще ни сок, ничего не берут, а только цедру. Я такой сделала для себя вывод. Вот, а этот обычный, привычный нам лимон. Только он чуть еще зеленоватый.